Финансовый сектор принято считать флагманом в области использования цифровых технологий. Сегодня происходит экосистемная трансформация банков. Каспий КЗ доказал это, проведя успешное IPO, став компанией с самой большой капитализацией в Казахстане. Но помимо удобств, за счет высокотехнологичных решений возникают сопутствующие риски для системы потребителей услуг. Появление экосистем на смену традиционным банкам означает, что регулирование тоже не может оставаться неизменным. В этой связи у нас перед нами стоит задача определить оптимальный баланс между регулированием и свободой для будущего развития финансового сектора. Михаил Нукзарович, скажите, пожалуйста, какие вы видите системные риски в связи с быстрым проникновением финтеха в финансовом секторе и каким вы видите регулирование экосистем? Спасибо. Мадина Васильевна, спасибо. Добрый день, коллеги. Поздравляю с праздниками наступающими и, самое главное, 30-летием независимости страны. Вот. Ну и с профессиональным праздником. Я себя финансистом не считаю, поэтому я согласен, что 30-летие независимости, наверное, самый главный праздник. Вот. Что касается динамики развития Казахстана, конечно, и совершенно точно Казахстан сделал беспрецедентный рывок в инновациях, в диджитализации, в создании финтех-продуктов. И эти продукты улучшают жизнь казахстанцев сегодня и сейчас. Вот. Драйвером инноваций является Каспий КЗ и является примером не только для внутри страны и в Казахстане, но также и на мировой арене. Если брать по капитализации, Каспий одна из самых сейчас крупнейших финтех-компаний мира. И Каспий КЗ была создана в Казахстане, и все разработки делаем мы, и наша команда, мы делаем в Казахстане. В результате нашего IPO и того общения, которое у нас есть с инвесторами, с мировыми рынками, конечно, мы повысили инвестиционную привлекательность страны. То есть инвесторы, которые есть у Каспи, они никогда не инвестировали раньше в Казахстан, а теперь через нас являются инвесторами. Это крупнейшие мировые технологические фонды, самые престижные глобальные фонды, американские фонды инвестиционные, пенсионные. Если говорить про развитие финтех-индустрии, то несколько лет назад никто не мог даже себе представить, что такое возможно в Казахстане. Сейчас все этим занимаются, и для всех это является важным приоритетом. Ну и, конечно, инфраструктура, которая создается Национальным банком при поддержке регулятора, способствует таким инновациям. На примере открытия счетов в онлайне для казахстанцев, что было супер актуальным, особенно во время пандемии, когда онлайн открытие счетов способствовало распределению и получению социальной помощи населением. Вот. И в то же самое время огромная работа сейчас постоянно ведется с государственными органами. Да, это Министерство цифровизации, Министерство финансов, Министерство внутренних дел. Пример самый яркий – это перерегистрация владения автомобилями полностью онлайн. Нигде в мире такого нету. Сейчас каждый третий автомобиль в стране перерегистрируется в мобильном приложении. То есть мы верим, и это совершенно очевидно, что с одной стороны технологии и инновации улучшают жизнь казахстанцев и улучшают стандарт жизни, с другой стороны мы видим, что конкурентоспособность страны тоже значительно увеличивается. Сегодня никто не носит наличных, все покупают товары с доставкой, оплачивают налоги в онлайне, оплачивают коммунальные платежи без комиссии в онлайне, и все это есть практически у каждого финансового института. Поэтому есть огромный потенциал для развития, и, конечно же, чтобы это развитие поддержать, будет супер классно и регулирование тоже, соответственно, поменять. Если пообщаться с коллегами, то, в принципе, очень часто обратная связь, что регулирование слишком жесткое и не дает возможность коллегам развиваться, создавать инновационные сервисы. Вот. И исходя из этого можно, как минимум, 3 конкретные вещи сделать. То есть, первое – это дать возможность финансовым институтам приобретать активы, которые помогут им в создании и развитии бизнеса. Сегодня было объявление, Халык-банк хочет в приватизации Казпочты, например, поучаствовать и так далее. Это хорошая тенденция, покупка мобильных операторов, то есть большое количество активов, возможно, коммерческие банки захотят приобрести, и, соответственно, это даст возможность и расширить бизнес, и создать более инновационные сервисы. Конечно, здесь надо осторожно, потому что эти приобретения делаются за счет вкладчиков. Поэтому регулирование все равно нужно, но, наверное, в этом направлении имеет смысл облегчить. Вот. Второе – это
направление открытой банковской платформы. То есть, чтобы у всех был доступ к банковской информации, клиентам. Это также позволит создавать инновационные сервисы. Это позволит равноценный доступ многим игрокам к клиентской информации, да, в результате повысит конкуренцию. Ну и мы надеемся, что уже сейчас все создают инновационные продукты, вот, а будут создавать еще быстрее и делают финансовые услуги более доступными для рядовых граждан. То есть вот это OpenIP, открытая банковская платформа, ну это классно, и мы много раз это обсуждали, но пора уже что-то с этим сделать. Вот. И третье направление регулирования, ну с этим, наверное, коллеги не согласятся, это все-таки дать возможность технологическим компаниям точно так же получить доступ к API, да, и к банковской информации. Это локальные технологические компании, международные технологические компании и даже иностранным финансовым институтам. Чего мы боимся? Почему банковский сектор Казахстана боится конкуренции с иностранными банковскими компаниями или технологическими компаниями? Надо облегчить им вход на казахстанский рынок. От этого выглядит потребитель, от этого будет конкуренция. Ну и я думаю, что последние 2-3 года мы друг друга расшевелили и все занялись диджитализацией. Если зайдут и иностранные компании, технологические компании, финансовые институты, мы еще быстрее будем развиваться. Это же хорошо, конкуренция это хорошо. Поэтому вот эти 3 вещи, мне кажется, сделать. Дать возможность банкам приобретать активы, и эта динамика сейчас идет, просто ее уже нужно подтвердить. Второе, сделать открытую банковскую платформу для того, чтобы данный доступ был у игроков полноценный и OpenIP. И третье, дать иностранным технологическим компаниям, ну и в принципе зарубежным финансовым компаниям, почему нет, облегчить вход на казахстанский рынок, чтобы инновации развивались еще быстрее, конкуренция была еще сильнее, но в итоге выиграет потребитель. Мы со стороны Каспи конкуренции не боимся, вот, но мы знаем, что коллеги против того, чтобы сюда приходили иностранные компании. Спасибо. Большое спасибо, Михаил Нукзарович.